Приветствую вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать такую сумочку фактурным и достаточно плотным узором. Ее размеры следующие. Ширина 36 сантиметров, высота сумочки 29 сантиметров и глубина донышка 11 сантиметров. Как вы видите, она очень вместительная и идеально подойдет для пикника и тем, кто любит брать с собой максимум вещей. С помощью данного мастер-класса вы сможете связать и другие меньшие размеры за счет набора воздушных петель и количества провязываемых рядов. Во всех случаях принцип вязания один. На такую сумочку я взяла 6 моточков шнура карамель, это цвет эклер, и осталось у меня всего лишь 50 грамм. Вязать можно из абсолютно любых материалов, это может быть рафия, любой толщины джут, более тонкий шнур и даже трикотажная пряжа. Выбираете тот материал, который вам больше нравится, а также главное отрегулировать размер под ваши предпочтения и насколько легкой должна быть ваша сумочка. Крючки понадобятся номер 4 и номер 5. Что касается фурнитуры, здесь на ваш полет фантазии у меня следующая конструкция, состоящая из двух съемных ручек, которые могут использоваться по отдельности. Крепятся они на кольцо карабин, оно расстегивается и каждая ручка может легко сниматься. Можно вязать и не в тон, посмотрите, контраст тоже интересно смотрится. Ссылочку на мастер-класс по изготовлению таких ручек я для вас оставлю в описании. Здесь лишь дополню, что используются деревянные бусинки диаметром 2 сантиметра, и здесь их 16, с той стороны столько же. Количество провязываемых рядов в данном случае вязаной ручки 28. Если вы выбираете вязаный вариант, то потребуется 4 кольца карабина. Кроме вязаных вариантов, я еще хочу предложить вам деревянные ручки. Тоже интересно смотрятся, формы разные, цвета тоже существуют разные, поэтому используйте все возможности. Кроме деревянных, также можно использовать и кожаные ручки, короткие, длинные. Выбирайте то, что вам больше нравится. Где приобрести материалы для вашего вязания, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Для заказа со скидкой воспользуйтесь моим промокодом. Прежде чем мы приступим к вязанию, я бы хотела рассказать о важных моментах и последовательности выполнения работ. Если вы пропустили данный фрагмент видео, можно сказать, вы пропустили пол мастер-класса. Итак, если вы хотите вязать другого размера сумку, в первую очередь свяжите корпус сумочки, то есть одну вот такую деталь. И уже от нее с помощью расчетов высоты и ширины рассчитайте донышко и боковые части. Если вы хотите вязать такую же сумку, как у меня, то я рассказываю о последовательности. В первую очередь мы вяжем боковые части, набираем воздушные петли, провязываем ряды, об этом я расскажу далее. После выполняем обвязку столбиками без накида по всему периметру, закрываем ряд, обрезаем ниточку, прячем в полотно. Связали две детали. Далее переходим к вязанию донышка. Вяжем донышко аналогичным способом. Ниточку здесь мы не обрезаем. И переходим к ВТО. Обязательно делаем ВТО. И только после этого вяжем у донышка соединительные столбики по всему периметру, в этих частях подсоединяя боковушки. После этого повторите ВТО вот в этих частях, так как там будет, может быть, небольшое натяжение или расслабление. То есть и также контролируйте номер крючка, чтобы у вас все ложилось равномерно.
Все вяжут по-разному, поэтому номер крючка контролируйте самостоятельно, и чтобы не стянуло и не перерастянулись вот эти части. После этого вы вяжете первую деталь корпуса сумочки аналогичным способом. И во время провязывания соединительных столбиков по всему периметру вы подсоединяете боковую, донышко и вторую боковую сторону сумочки. Далее вяжете вторую деталь корпуса и повторяйте все то же самое. Обязательно делайте ВТО каждой детали по отдельности. И когда у вас сумочка будет готова, повторите ВТО, чтобы выровнять все стороны. Я желаю вам ровных петелек, и мы начинаем. Принцип вязания каждой детали сумочки одинаковый. Мы берем крючок номер 5. В самом начале отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров. Укладываем крючок вот таким образом. Поднимаем хвостик вверх, разворачиваем крючок, захватываем рабочую нить от клубка и протягиваем ее через образовавшуюся петлю. Вот этот узелок мы никогда не считаем. И весь счет начинается с той петли, которая у нас сейчас на крючке. Заводим крючок под рабочую ниточку и протягиваем через петлю. Это воздушная петля номер 1. Так мы продолжаем набирать цепочку из воздушных петель той длины, которая необходима нам для вязания определенной детали. Для корпуса сумочки я набирала 34 воздушные петли. Для вязания боковых частей сумочки я набирала 10 воздушных петель. И для того, чтобы связать дно, я набрала 34 воздушные петли. Когда вы набрали цепочку из воздушных петель, сразу распустите этот узелок. Сейчас у нас осталось то количество воздушных петель, которое нам необходимо на определенную заготовку. К набранной цепочке я делаю еще одну воздушную петлю подъема и провязывать буду за следующие петли. Переворачиваю цепочку и вижу вот такие дужки. Задняя стеночка. Вот за них я буду провязывать. От крючка отсчитываю первая, вторая, третья дужка и под нее ввожу крючок. На крючке сейчас одна ниточка, под крючком 2 ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити и провязываю первый столбик. Но по счету он считается второй, так как первый подъемный столбик мы тоже считаем. Первый, второй. Нахожу следующую дужку, ввожу крючок и провязываю третий. И так далее. За каждую дужку до конца ряда провязываем. Столбиков должно быть столько, сколько вы набирали в цепочке воздушных петель. Довязали до конца этого ряда. Обязательно пересчитайте ваши столбики. И переходим на вязание второго ряда. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю по часовой стрелке, опускаюсь вниз, перемещаюсь в следующую точку. Так как вот эта точка основания, здесь уже подъемный столбик провязан, и ввожу крючок таким образом, чтобы захватить верхнюю вот эту петлю, состоящую из 2 ниточек. Я ввела крючок между столбиками. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Перемещаюсь в следующий промежуток между столбиками предыдущего ряда. Ввожу крючок, захватывая 2 ниточки, то есть одну петлю. Захват рабочей нити, вытягиваю. Опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Так довязываем до конца этого ряда. И обратите внимание, предпоследний столбик провязывается между столбиками
предыдущего ряда также за верхнюю петлю. Последний столбик провязывается в столбик, то есть здесь у нас подъемный столбик, за 2 ниточки. Нахожу этот столбик и ввожу в него крючок. С этой стороны у меня 2 ниточки, а когда я переворачиваю, вижу, я ввела крючок будто бы в центр столбика предыдущего ряда. Захват рабочей нити, протягиваю ее, опять захват рабочей нити, провязываю последний столбик. На данном этапе пересчитываем вновь, чтобы все столбики, то есть их количество, сошлось с первым рядом. Вяжем третий ряд. И здесь мы формируем основной узор. Самую первую воздушную петлю подъема, а также последний столбик мы вяжем гораздо плотнее, чем основной узор, для того, чтобы этот край не растягивался. Провязываю воздушную петлю, разворачиваю вязание по часовой стрелке, крючок опускаю в основание и смещаюсь в следующую точку. Ввожу крючок также за верхнюю петельку. И сейчас мне нужно захватить петлю от первого ряда. Если говорить о конструкции, то здесь у нас следующая картина. У нас вот он столбик, его 2 ниточки, дужка, и потом идет петля верхняя, которая состоит из 2 ниточек. Нас интересует только вот эта крайняя ниточка, которая располагается над дужкой. Мы вводим крючок за 2 ниточки, находим первый ряд, вот она дужка, перед ней ниточка одна. Вот под нее вводим крючок, таким образом мы захватили петлю и одну стеночку от такой же петли первого ряда. Крючок выходит перед дужкой. Захватываем рабочую нить, протягиваем ее. Вот эта петля должна вытягиваться на тот же уровень, что и рабочая, самая вот эта первая. Захват рабочей нити и провязываем столбик. Не нужно вязать его плотно, делайте эту петлю более свободной, чтобы хорошо читался рисунок. Опять перемещаемся в следующую точку, вводим крючок за верхнюю петлю, переворачиваем, находим ниточку, одну стеночку, крючок вышел перед дужкой первого ряда, перед столбиком первого ряда, захват рабочей нити, вытягиваем, захват рабочей нити, провязываем следующий столбик. Для того, чтобы ускорить это вязание, я вяжу таким образом, располагаю к себе немножечко под углом, ввожу крючок за верхнюю петлю и как бы крючок немножко опускаю вниз. И посмотрите, захватила ту петлю, которую мне необходимо было захватить. Так вязать лично мне быстрее. Может быть, этот способ вам поможет ускорить вязание. Опять крючок направляю как бы вниз. И опять захватываю все эти 3 петельки. Довязываем таким образом до конца этого ряда. Нахожу, вот она, вот они 2 точки, предпоследний столбик, вот между ними я ввожу, и здесь также нахожу, вот он, предпоследний столбик первого ряда и петелька. На крючке сейчас 3 петли, захват рабочей нити, провязываю предпоследний. Последний столбик я провязываю плотнее и за ту же точку, что и в предыдущих рядах. Также нахожу, вот он, последний столбик, за 2 ниточки ввожу крючок, то есть с этой стороны 2 нити, переворачиваю, вижу, ввела в центр столбика, захват рабочей нити, вытягиваю, помним, что эту ниточку здесь мы не вытягиваем хорошо, и провязываем более плотный столбик. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся по часовой стрелке и находим те точки, за которые мы вязали и в предыдущем ряду. Вяжем 4-й ряд,
основания смещаемся в следующую, захват петли, ниточки, захват рабочей нити, вытягиваем и провязываем. Так мы провязываем то количество рядов, которое необходимо для заготовки, которую вы сейчас вяжете. Для корпуса необходимо провязать 37 рядов. Для боковых частей необходимо провязать тоже 37 рядов. И для того, чтобы связать дно, необходимо провязать 10 рядов. После того, как вы связали нужную высоту, необходимо по всему периметру заготовки выполнить обвязку из столбиков без накида. Выполнять я буду крючком номер 5, а в боковых частях, там где я делала подъемные столбики, я буду провязывать крючком номер 4. Если у вас плотное вязание и вот в этой области, там где делали подъемные столбики и завершали ряды, не растягивается, то можете также вязать пятеркой. Если идет сильное растяжение, возьмите крючок просто меньше, номер 4. Там, где завершили вязание, мы делаем воздушную петлю подъема. В этой области я продолжаю вязать узор до угла. Теперь необходимо перейти на эту сторону. Для этого я поменяю крючок на меньший. И сразу найдите эти точки, за которые будете провязывать на этой стороне. Так как это донышко, и здесь у меня 10 рядов, значит должно быть 10 точек. Находим первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Вот она, самая первая, одна ниточка. Под нее ввела крючок, провязываю столбик. На угол сюда же я в ту же точку ввожу крючок и провязываю второй столбик. Далее у нас следующая точка. Вот она, ниточка, вот так проходит. Вот под нее ввожу крючок. И с этой стороны еще одна. То есть две ниточки захватила, сюда столбик провязала. Далее у меня вот такая опять точка, где одна ниточка. Провязываем за нее. Потом опять такая же точка, где у нас две ниточки. И так довязываем до угла. В конце ряда, там где я провязывала первый ряд, здесь за две ниточки я провязываю последний столбик на этой стороне. Меняю крючок на больший и продолжаю вязание. У этого столбика вот она петля основания, в нее я ввожу крючок, провязываю столбик. Вот эту петлю нужно затянуть хорошо, которая вот хвостик у нас здесь оставался. И в эту же точку провяжу еще один столбик. Далее буду провязывать столбики за вот эти верхние петельки, за две ниточки. Нахожу следующую точку и так довязываю до конца. В конце у нас вот он столбик, петля основания. В нее я также, как и с той стороны, провяжу 2 столбика в одну точку. Меняю крючок для того, чтобы провязывать вот эту область. И повторяю все то же самое, что и с этой стороны. Будьте очень внимательны, сколько провязано рядов, столько столбиков с этой стороны у вас должно получиться. На уголок провязываем 2 столбика, нахожу, вот он, первый подъемный, и у него здесь вот такая ниточка проходит. Ее опускаю вниз, и в основание этого столбика я ввожу крючок и провязываю последний столбик. Я уже говорила в начале видео, что в первую очередь вы должны подготовить боковые части, выполнить обвязку столбиками без накида. Выполнить необходимо ВТО, связать донышко, обвязать по кругу столбиками без накида. И
здесь мы ниточку не обрезаем, а переходим на вязание соединительных столбиков, то есть обвязку. И вот в этих боковых частях мы будем захватывать боковушки. Теперь нам необходимо здесь закрыть ряд. Мы вытягиваем эту петлю, находим первый столбик и второй столбик, сверху петля, под нее с обратной стороны вводим крючок, захватываем сюда эту ниточку, то есть эту петлю, и закрываем ряд следующим образом. Мы продеваем через эту петлю нашу заготовку, тянем за рабочую нить, и эта петля затягивается. Необходимо нанести разметку. Располагайте к себе боковые части сумочки таким образом, чтобы направление вязания было вверх. На нижнюю часть наносите разметку. Здесь у нас 12 точек, включая маркеры. На донышко необходимо сделать все то же самое. Здесь с этой стороны и с этой стороны у нас 12 точек. С этой стороны и с этой стороны 34. Это очень важно, так как в дальнейшем нам еще подсоединять переднюю и заднюю стеночку. Приступаем к обвязке соединительными столбиками. У меня на канале уже есть подробнейшее видео. Ссылка для вас будет оставлена в описании, а также в правом верхнем углу. Ну а здесь мы, там где завершили вязание, перемещаемся немножко левее, ввожу крючок, захватываю ниточку, вытягиваю. Перемещаюсь в следующую точку, также за верхнюю петлю ввожу крючок, захватываю ниточку, провязываю столбик соединительный. Здесь у меня в этой точке я закрывала ряд, поэтому в любом случае должна захватить 2 ниточки и также провязываю. И плавно подошла к той точке, где висят у меня маркеры. Эти маркеры снимать не нужно, оставьте их в прежних местах. Ввожу крючок под эту петлю, там где у меня висит маркер, беру заготовку боковую, и там где у меня находится маркер, я тоже ввожу крючок, все за ту же петельку, состоящую из 2 ниточек. Вывожу ниточку с этой стороны, захватываю ее и провязываю через все эти петли. Вот таким образом. Перемещаюсь в следующую точку, захватываю с этой стороны. На боковой части тоже захватываю следующую, захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Так я довязываю до маркеров, которые у меня находятся в конце этого ряда. Довязала до маркеров. Здесь я также в области маркеров провязываю. И теперь начинаю захватывать только петли с донышка. Ввожу под следующую петлю и здесь эту ниточку просто сюда подтягиваю. Довязываю до следующего маркера и здесь уже подсоединяю вторую деталь. Довязав до угла, мы возвращаемся к той точке, где начали провязывать этот ряд. Провязали последний соединительный столбик. Вот оно, основание самой первой петли. Значит, мы довязали и обрезаем ниточку, оставляя сантиметров 10-15. Вытягиваем полностью эту нить и обязательно обрабатываем ее огнем, чтобы она не распускалась. Закрываем ряд следующим образом. Теперь нам нужно проложить такую же петельку в эту сторону. Находим самый первый соединительный столбик и под него вводим крючок за 2 ниточки. Протягиваем сюда хвостик. И теперь нам нужно вернуть в эту же точку, откуда вышла эта ниточка. Находим с этой стороны
петлю в центр столбика, откуда вышла ниточка, и сюда ее захватываем и возвращаем в ту же точку. Теперь нам необходимо спрятать в полотно эту ниточку и хорошо отпарить изделие. Наносим разметку на первую деталь корпуса сумочки. Располагаем эту заготовку таким образом, чтобы вязание было направлено вверх. По низу у нас должно быть 34 петли, столько же, сколько и на донышке. Здесь у нас тоже 34. Там, где висят маркеры по низу на углах, это точки, которые будут соединяться вот с этими двумя маркерами. Далее у нас, не включая этот маркер, отсчитывается 37 или 38 петель, в зависимости, как вам в этой области больше нравится. Я нанесла разметку, отсчитав 37, на 37 петлю повесила маркер. С той стороны у меня то же самое. И на боковой части сумочки здесь у меня тоже 37 петель, то есть на 37 я зафиксировала вот здесь маркер. И начинаем соединение. Здесь вязание начинается аналогичным способом, как и в боковых частях. Также подсоединяем и доходим до той точки, где необходимо связать вот эти углы. Угол мы соединяем следующим образом. Вводим крючок под первую петлю на заготовке корпуса, вот под этот маркер. Далее воспользуемся дополнительным крючком и введем его под петли, их 2, состоящие из 2 ниточек, всего здесь 4, там, где у нас зафиксированы маркеры. Захватываем здесь ниточку рабочую и протягиваем через эти петли. Вынимаем крючок и теперь уже основным крючком довязываем соединительный столбик. Далее у нас будет немножечко по-другому провязываться, так как на донышке я выполняла обвязку из соединительных столбиков, поэтому мы сейчас будем провязывать вот за эти соединительные столбики. Я нахожу следующую точку после маркера, ввожу под нее крючок, переворачиваю и вижу, вот они, эти петли от соединительного столбика, там, где висит маркер, петля, и вот она, следующая петля, под нее я ввожу крючок. Сюда я протягиваю уже рабочую ниточку, захватываю и провязываю соединительный столбик. Опять перемещаюсь в следующую точку, под следующую петлю. И здесь выбираю тоже следующий соединительный столбик, также за 2 ниточки. Захватываю рабочую нить и продолжаю вязание. Так мы довязываем до следующего угла. Повторяем все то же самое, что и в этом случае. Довязываем до конца корпуса сумочки, выполняя соединение второй боковой части сумки. Довязав до конца ряда, мы обрезаем ниточку, полностью ее вытягиваем, также обрабатываем огнем, заправляем в полотно. Со второй деталью делаем все то же самое, провязываем по периметру, но ниточку не обрезаем. На данном этапе необходимо выполнить обвязку соединительными столбиками по всему периметру сумочки, тем самым укрепить этот край. Я уже не буду использовать крючок номер 4, так как я с помощью его стяну, а возьму привычный крючок номер 5 и буду провязывать таким же образом за верхнюю петлю
соединительные столбики. Довязываем до конца ряда, закрываем его, обрезаем нить и прячем ее в полотно. На данном этапе сумочка полностью готова. Осталось зафиксировать фурнитуру, выполнить ВТО, а также, если требуется, вшить подкладку. Как это сделать? У меня на канале есть подробные видеоуроки. Ссылочки будут ждать вас в описании. Я надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Оцените это видео, а также делитесь своими работами, указывая хэштег, который я для вас оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!